Всем привет, друзья! Сегодня мы с Ладой покидаем Евросоюз и едем в страну, в которую мы могли бы приехать еще 3 года назад и жить там. Вчера нам позвонил наш друг и сказал: будьте осторожны на границе, потому что сейчас усиленный выборочный контроль на пропускных пунктах. Могут проверять не только документы, но шмонать еще и вещи. Поэтому мы с Ладой напряглись, мы этого не ожидали. Сейчас мы находимся в городе, который называется Линдау-Ройтен. Отсюда отправляется автобус Flixbus, и на нем мы будем пересекать границу. Сначала проедем через часть территории Австрии, а потом въедем в Швейцарию. И вот в Швейцарии очень строгие законы насчет алкоголя. Поэтому мы даже не знаем, подпадает ли наша большая бутылка немецкого шнапса под запреты или не подпадает. Покажи. Это уникальная швабская водка, 40 градусов, с грушей внутри. Как они ее туда засунули, я вам расскажу позже. Это целая технология. Короче, я теперь должен спрятать эту водку подальше, чтобы, если нас будут шмонать, не нашли. Буквально через 5 минут после того, как наш автобус стартовал из города Линдау, мы пересекли границу с Австрией в городе Брегенц, а еще через 15 минут заехали в Швейцарию. И в этом направлении никакого контроля не было. Автобус даже не остановили. Наш автобус сделал остановку в городке, который называется Бад Рагац. Это уже Швейцария, недалеко от Лихтенштейна. Мы только что проехали Лихтенштейн. В нем я увидел только горы. Вот все эти горы вокруг. Сейчас я нахожусь на заправке и хочу вам показать цены на топливо в Швейцарии. Вот все цены. Здесь всего лишь 4 наименования. Значит, 95-й бензин стоит 2 франка 12 центов. 98-й 2 франка 30 центов. Ультимат дизель стоит 2,58 и простой дизель 2,40. 5 августа 2026 года в Евросоюзе приняли поправки к правилам приема украинских беженцев. Статус временной защиты во всех странах продлили до марта 2028 года, но внесли ограничения для мужчин призывного возраста от 23 до 60 лет. Поэтому вновь прибывшим мужчинам из Украины попасть в Евросоюз будет все сложнее и сложнее. Но Швейцария не состоит в Евросоюзе, хотя она и в шенгенской зоне, правила там работают иные. Швейцария уже давно ввела некоторые ограничения для украинцев, правда не по половому признаку, а по территориальному признаку. Швейцарцы признали западные области Украины не опасными для проживания, поэтому людей оттуда уже давно не принимают. Но ограничений по поводу мужчин призывного возраста в Швейцарии до сих пор не было. И пока еще никакого решения не принято. Поэтому мы с Ладой едем в Швейцарию к нашей давней подруге, которая могла приютить нас у себя еще 3 года назад, в 2023 году. Но мы тогда все-таки остановились в Германии и не поехали дальше в итальянскую часть Швейцарии, в город Грона, где она проживает. И так и не выяснили для себя, сделали мы тогда ошибку или же не сделали. Вот сейчас мы едем, чтобы конкретно узнать, что ждало бы нас в Швейцарии, если бы мы поехали туда. И если вдруг Швейцария не будет устраивать никаких ограничений для мужчин призывного возраста, узнать для наших зрителей, что и как в Швейцарии. Привет. Я такая-то никакая вообще, потому что я это... Жарко. Сами какие, мы едем. А чемодан у вас? Чемодан. А наш автобус отправился дальше. Я думал, что здесь у него конечной нет, оказывается. Вот нас встретила Наташа. Сейчас мы сядем к ней в машину и поедем. Наташа, можно я спереди сяду? Конечно, так всегда, понимаешь? Получается, это Кастионы. Кастионы это уже не Тичино, да? Тичино. Тоже Тичино. Здесь все говорят на итальянском, да? А Да. немецкий знают, понимают немножко, нет? Обязательно. Учат все в школе, еще очень у них как бы, приветствуется, ездят на вот эти обмен языковой. Детей туда посылают, детей сюда.
все 4 языка знают. Это еще итальянская говорящая часть нашего кантона до Сан-Бернардино, до горы. А там уже потом немецкий начинается. А как ты итальянский освоила? Ну, вроде да. Нормально. Конечно. Сколько ты? Конечно. Я так думаю, лет 21. Много, да. Время быстро летит, Наташа. Мне казалось, недавно все было. Итальянский я сдавала, когда только на работу поступила. Это было, Дарью почти 21 год назад. Сдавала на B1. Но они меня сразу приглашали на B2. Вау, красотища у вас тут. Это Румино, еще один поселок Тичино. А потом уже начинается наш кантон Гречон. Как твоего мужа зовут? Карло. Карло. Ну вот, друзья, мы и приехали. Целый день ехали и наконец приехали, как говорится. Вот такой домик у нашей подруги здесь, в Швейцарии. Прикинь? Очень неожиданно. Я почему-то все представлял себе абсолютно иначе. Ладно. Сказочный домик, сказочное место. Мы приехали в какую-то сказку просто. Вот с этой стороны, видите, он прям сразу превращается в трехэтажный дом. Это совсем другой вид. А кухня там у вас сейчас где? это- Внизу? Там. У вас-то? А, у нас своя У вас кухня. там. А, я понял, это вот как раз у тебя есть отдельные апартаменты, да, для гостей, да? Да. А, и мы будем в них жить, да? Да? Обалдеть, А, всё, я обалдеть. Класс, пошли Конечно, всё смотреть. для вас. Ух ты, тут прохладно. Это спальня. Ты Это видишь? Я сразу на балкон. А с этой стороны твой дом выглядит гораздо больше, мы Ну заметили. да. Оттуда мы подъехали, показался маленький, а отсюда такой громадина вообще. У тебя вот этот весь верхний этаж, это отдельная квартира, да? Ух ты. Сколько комнат в этой квартире? Здесь 2, кухня и санузел. Большая комната здесь. Это мне Кровать, нравится. конечно. Мне тоже. Если вы с друзьями приедете, там еще диван раскладывается. О, Это сколько? Получается 5 человек здесь. в этой, да? Это мы тут Ну, будем- как бы 4 хорошо, 5 уже тесновато. А вдвоем еще лучше. ну да. Ну, конечно. Все тут есть, и чайничек, и микроволновочка, помидорчики, тут прям уже еда. Да, это мои. Наташа, Это мои, огурчик тоже. прям как, у тебя огородик тут есть? Да. Да. Обожаю, это моя мечта. Можно будет посмотреть? Конечно, конечно. Класс. И поработать можно. Виталик, Мгм. так, это у нас брокколи, огурцы, кабачки, а это сорняки. Это все полезные растения, это все сорнячки. Вот это сорнячки, это да, все я можно убирать, удалять. Мгм. Давай. Вот так приходится отрабатывать пребывание в самой дорогой стране мира. Без проблем. Ух ты. В общем, 2 такие уютные комнатки. Обалдеть. И кондер есть. Слушай, мы открываем дверь, это уже кондиционер. Вообще считается, не знаю, как в Швейцарии, в Германии кондиционер это роскошь. Это у кого кондиционер, тот очень богатый. Закрывают ставни и все. Короче, ты богатая. Ух ты, какая ванна. Это что? Здесь можно купаться. Принимать. Такая уютненькая тут. Такой, знаешь, на природе и такой комфорт. Кайф. Вечером там свечечку поставил. Просека. Мы поговорили с Наташей, и она нам рассказала, что если бы мы в 2023 году приехали сюда, в Швейцарию, в город Грона, к ней,
она помогла бы нам здесь устроиться, и, скорее всего, мы бы жили в общежитии, которое здесь выделяется для украинцев. Общежитие есть до сих пор, в нем до сих пор живут украинцы, мы вам его сейчас покажем. Скорее всего, мы жили бы там, и Швейцария нам бы помогала материально. Почти так же, как Германия, но немножко иначе. Оказывается, здесь есть разница. Если ты проживаешь, например, в общежитии, которое тебе предоставляет государство, то одинокому человеку здесь дают на руки 450 франков на еду и проезд. А если ты проживаешь уже в съемном жилье, например, сам себе нашел квартиру, то тебе государство платит за аренду этой квартиры, опять же, страховку, но на руки уже дают тебе больше денег, уже 800 франков в месяц на одного человека. Почему так происходит? Потому что когда ты живешь уже в арендованном жилье, не в государственном, то на тебя еще ложатся, кроме еды и проезда, другие расходы. И эти другие расходы достаточно большие. Это и электричество, и вывоз мусора, и, возможно, еще какие-то коммунальные платежи. Но если бы мы с Ладой жили здесь и нашли себе отдельную квартиру, то нам на двоих давали бы не 1600 франков, а всего лишь 1200 франков. То есть для семьи сумма уменьшается. Это именно в этом кантоне, где мы сейчас находимся. Потому что в других кантонах, в других частях Швейцарии по-другому. Математика несложная, но такая странная. Мы не понимаем, что, почему, В Германии проще. Да, в Германии немножко все более стандартизировано. Одинокий человек в Германии, независимо от того, в каком жилье он проживает, в лагере, там, в социальном жилье или снял себе квартиру, которую оплачивает джоб-центр, дают на руки 560 евро. Вот так было до сих пор. А семейной паре из двоих человек дают на руки около 1000 евро на еду и проезд. И, естественно, мы жили бы вот с Ладой тогда, если бы жили здесь, вот в долине среди этих гор, вот с такой красотой. Горы побольше, чем в Гайслингене, но была бы огромная разница. Дело в том, что мы тогда бы изучали здесь итальянский язык, потому что в этой местности итальянский язык основной. Германия и Швейцария много дают украинским беженцам, но есть отличия. И отличие существенное для нас, допустим, это очень существенное, потому что, смотрите, ты сначала получаешь помощь, причем большую помощь, но потом Швейцария эту помощь требует вернуть. То есть Германия не требует вернуть помощь. А в Германии, например, если от нас что-то требуют, это только потому, что нам переплатили. Да. А в Швейцарии, если ты выходишь на работу, то с тебя начинают потихоньку просить деньги, возвращать то, что они в тебя вложили, то, что они тебе давали. Ну, конечно, с учетом зарплаты, не так, что ты, допустим, у тебя денег нет, у тебя зарплата маленькая, у тебя будут последнее забирать, ты будешь тут с голоду умирать. Нет, они смотрят, сколько ты получаешь и сколько ты можешь вернуть денег, допустим, там или 50 евро в месяц, или 30 евро, или 300 евро в месяц, в зависимости от зарплаты, но Да. возвращать приходится. Вот в этом здании позади меня располагается общежитие для украинских беженцев в Грона. И скорее всего, что если бы мы приехали в 23 году в эту местность, то мы жили бы именно здесь. Посмотрите, какие красивые балкончики. Вообще это здание бывшего дома престарелых. В этом городе построили новый дом престарелых. И это здание в 22 году отдали под общежитие для украинцев. Сейчас здесь постоянно проживает около 50 людей. Там комнаты, в которых в основном есть просто умывальник. В некоторых комнатах есть туалеты, а так на этаже есть санузел, кухня, есть стиральные машины. Они сами готовят, стирают, и туалет один на 2 комнаты. И душ для всех есть отдельно, в комнатах нету душа. Но посмотрите, какая красота вообще, посмотрите, в каком месте здесь можно жить. Сравните с лагерем, в котором мы жили, в Аделла, да, там вообще какой-то... Там вообще был какой-то цех. Завод, цех, да. мы сидели прям как на заводе просто. А здесь отдельные комнатки, а красота вокруг, смотрите, горы, река внизу. Да, внизу река течет, вот здесь парк. Пойдем Очень покажем, что тут атмосферно. есть рядом. Тут, это знаешь, как на курорте, это реально как на курорте. Я подумал, если бы наша мама, например, жила здесь, то ей бы очень нравилось. Да. Иногда, мне кажется, мы зря сюда не приехали, но с другой стороны,
Я слышу отзывы от самих украинцев, которые живут в Швейцарии, что здесь, ну, все-таки, ну, видите, уже вот этот вот нюанс, что деньги нужно возвращать потом, после того, как ты уже пошел на работу. Дороже продукты, Да, дороже квартиры, все дороже, то есть сложнее. С работой тоже, мне кажется, здесь не так просто найти так прям просто. хорошую работу, чтобы зарабатывать достаточно. Да. И вот для нас, как для блогеров, мне кажется, это вообще был бы тупиковый момент, потому что мы бы не зарабатывали больше в Швейцарии. Мы не смогли бы снять квартиру, у нас квартира не такая уж и дорогая получается. И питаться мы бы не смогли Да, вот да. так вот 400 евро на троих, как мы тратим. Ну, нам бы не хватило денег, это 100% здесь. Да. Ну это так, гипотетически мы просто размышляем о том, что с нами было бы, если бы мы в 2023 году поехали не в Германию, а в Швейцарию. Это все просто умозрительные какие-то вещи. Нас интересует больше то, что сейчас предлагает Швейцария и вообще Евросоюз украинцам, которые в данный момент хотят сюда приехать. А правила поменялись. Швейцария, кстати, отличается еще чем. Швейцария одна из первых стран, которая ввела для украинцев дифференциацию по месту проживания. Тут слишком узкое место в городке. В старых городках они не рушат старые постройки, особенно церквя, а просто вот оставляют как есть. И часто оказывается, что проехать очень сложно. Получается такая тесная улица, и две машины едва разминутся. Швейцария – это первая страна, которая ввела дифференциацию по месту проживания украинцев. Украинцы, которые приезжают в Швейцарию с областей, по мнению швейцарцев, не затронутых войной, а это западные области Украины, им не дают здесь временную защиту. Уже давно не дают временную защиту. Остальным дают, но сейчас, опять же, сейчас в связи с тем, что Европейский Союз принял новое решение 5 августа 2026 года, решение о продлении временной защиты со сносками для мужчин призывного возраста, то и Швейцария тоже на эту тему размышляет. Еще нет окончательного решения в Швейцарии, давать ли мужчинам призывного возраста статус С, называется временная защита, или не давать. Они еще это не решили. Но Евросоюз это уже решил, и по сути дела мужчинам, которые приезжают в Евросоюз, им уже временную защиту без военно-учетных документов не дают. Если у тебя нету, скажем, резерв плюс, где написано, что ты или снят с учета, или у тебя там есть отсрочка или что-то такое, то тогда тебе дадут временную защиту. А если нет отсрочки, то тогда Иди умирай. вообще Всё. непонятно что. То есть решили, ну я уже так, Ну да, ладно. простыми словами решили всех мужчин убить украинских. Вот и все. Другим, ну, по-другому это никак не называют. По сути дела, есть другие варианты. Кроме временной защиты еще можно податься на азюль. Это классическое беженство. Если временная защита – это такое общее правило для всех украинцев было, то азюль – это как бы индивидуальное беженство, которое долго рассматривается. И его тоже могут давать, но по причине, например, «не хочу служить в армии», его не дадут. Даже если ты скажешь, я религиозный, верующий человек, просто так тебе не дадут. Кстати, мы идем по городку, в котором мы живем. Это недалеко от нашей квартиры, там, где мы сейчас находимся. И мы, в принципе, первый раз только вышли. У нас всего 2 дня. И посмотрите, какая прелесть, какой это городок классный. Вот гляньте, вот это кафешка. Вот ты вышел утречком, сел в кафешку, попил кофе, наверное. Вот девочки сидят, Да. картины висят. Меня знаете, что здесь поражает? Что здесь архитектура очень разнообразная. Здесь люди не зациклились на том, чтобы типа вот все сохранить в старом стиле, в таком, как раньше строили. А они строят прям новые такие футуристические дома. Вот. Квадратные такие. Но они прикольно смотрятся, на фоне гор особенно, да? Вообще меня умиляет, знаешь что? В этом городке здесь у всех дровишки. Посмотрите, даже здесь вот лежат дровишки. Пошли покажем. Ну вот они даже из дровишек сделали вот такую вот полочку. Но
Это ж не просто так они лежат, это ж не для красоты. Они тут отапливают дровами все, потому что газа здесь нету. И у Наташи тоже есть буржуйки, мы покажем, и Да, есть да, да. печки, которыми и дрова есть. То есть это И зимой они местное вот такое. подтапливают, да. Смотрите, какой мандаринчик. Или что это? Мандаринчик, да, цитрусовый. Вот такой. Друзья, сейчас мы спросим у искусственного интеллекта, какие именно права человека и как были нарушены в Европе вот в связи с принятием этой новой директивы 5 августа. Правозащитники и юристы указывают на нарушение следующих конкретных статей и нормативных актов. Статья 21 Хартии основных прав ЕЦ и статья 14 ЕКПЧ «Запрет дискриминации». Прямой запрет дискриминации по признаку пола и возраста. Ограничения применяются исключительно к мужчинам 23-60 лет, в то время как женщины и пожилые люди из тех же зон конфликта получают защиту безусловно. Статья 28 Директивы ЕС 2001/55 ЕЦ. Ограничение оснований для исключения. Базовая директива о временной защите содержит исчерпывающий перечень причин для отказа: тяжкие преступления, терроризм, угроза нацбезопасности принимающей страны. Неисполнение воинской обязанности в стране исхода не входит в число законных оснований для лишения статуса. Статья 18 Хартии ЕС и статья 33 Женевской конвенции 1951 года. Принцип non-refoulement – невыдворение. Запрет возвращать людей в условия непосредственной угрозы жизни и здоровью в зону активных боевых действий. Статья 9 КПЧ и статья 10.2 Хартии ЕС «Свобода совести и право на отказ от военной службы». Право на отказ от участия в боевых действиях по соображениям совести, гарантированное европейской судебной практикой, включая прецеденты ЕС, ПЧ и суда ЕС. Национальные законы, включая 24 АФНГ в Германии. Внутренние законы стран ЕС транспонируют европейскую директиву для защиты гражданского населения от массового насилия в целом, а не выборочных демографических групп. Поняли, да, друзья? То есть сколько нарушений вот эта директива уже внесла в Евросоюз. По сути дела, Евросоюз сейчас отходит от собственных принципов. И это нас, конечно, печалит, настораживает, пугает. Получается, все разговоры о правах человека, Да. все это только разговоры и вообще демократия под сомнением. Так что у меня создается впечатление, что мы сейчас живем в эпохе, когда происходит некий перелом мировой вообще в правовом смысле, ну, во многих смыслах. Пишите в комментариях, если у вас есть какие-то идеи. Мы никому не нужны, и никто нам не поможет. Поэтому давайте хотя бы в комментариях пишите, кто что знает, что делать, куда ехать. Может быть, у кого-то есть интересная информация. Давайте общаться. Куда ехать, если вдруг нас будут массово пытаться депортировать там в Украину или просто не давать нам паспорта заграничные, у кого они закончились. Потому что мы здесь сидим сейчас спокойно, да, это пока касается только тех людей, которые только собираются ехать, ну, имеется в виду мужчин, которые только собираются ехать, спасаться в Европу от войны, если им удалось выехать с Украины. А вообще-то речь идет уже и о том, чтобы тех мужчин, которые уже находятся в Евросоюзе, и которые якобы, по мнению Украины, незаконно пересекли границу, чтобы их тоже возвращать в Украину как-то. Уже создана комиссия Украина-Германия, где они обсуждают эти вопросы. А потом будет уже и законно, которые пересекли границу. Возможно, да. Как это вообще не сравнить с Холокостом? Это вот 1 к 1 ситуация у тех времен, то есть повторяется. Мы сейчас как бы откатываемся назад в какое-то средневековье. И еще, друзья, если вы хотите, скажем, более полнее с нами общаться, вы можете зайти в наш телеграм-канал, который тоже называется «Настоящий момент». Вот здесь вы можете видеть QR-код или ссылку в описании на наш телеграм-канал. Там можно более полноценно общаться, там можно оставлять ссылки, фотографии, писать большие посты. Это не то, что комментарии. Поэтому... Там теплая компания, там вас примут вот так вот. Оставляйте ссылки, оставляйте какие-то, не знаю, картинки можно. Все свое мнение, какое бы вы ни имели, пишите. Ждем вашего мнения по этому поводу, а мы вам продолжим показывать городок Грона, в котором мы сейчас находимся. Вот сразу покажу. Даже на лавочке, на каменной, здесь написано «Comune di Grone» по-итальянски.
А рядом есть книжный, я так понимаю, библиотека. Смотрите, на А, улице, так же, библиотека. как в Германии. Да. Здесь можно даже прям взять книгу, сесть и читать ее. Не просто взять, а еще и есть где посидеть за Удобно, столиком. смотри, да? Мгм. Но я смотрю в основном детские книги. Это А на возможно. каком языке? Ага. Я смотрю на немецком, Есть на немецком, да, и, Да. скорее всего, есть на английском. на английском Да, то есть это, и на итальянском. То есть на 3 языках, пожалуйста, кому что. возможно, еще Приезжайте сюда. на ретро-романском тоже возможно есть. Мы просто не отличаем этот язык, мы не знаем, что это за язык Да, вообще. да. Как говорят, этот язык, он как бы такая себе деревенская латынь. Мы сейчас находимся среди каменных гор. Тут очень много гранита и много чего из камня сделано. Даже вот этот стол. И эта лавочка. И этот стул. Да. Все каменно. Кстати, мы с Наташей давно договаривались приехать сюда, но все никак не могли, потому что у Наташи тут же живут постояльцы, она сдает этот верхний этаж как апартаменты для гостей. Вот, Наташа, кстати, сейчас съедем с ней в Локарно. И стоит это в сутки 120 швейцарских франков с 2 человек. Так что, если что, мы можем оставить координаты Наташины. Вот даже чтобы не через Airbnb, а так просто можно было снять, прям позвонить. Правда, Наташа, если я оставлю твой телефон в описании под видео, ты не против, если люди тебе напишут, вдруг кто-то захочет тут остановиться? Конечно. Отлично. Все, договорились. Рекомендую. Жилье отличное вообще. Мы заехали и припарковались в большой подземной парковке в Белензоне. Здесь 3 этажа вниз. Парковка стоит 2 франка в час. Если целый день стоят, то это достаточно дорого получается. Меня нету. Мы приехали к подножью замка. Смотрите, как он высоко на скале стоит. Лада решила кинуть пару евро музыканту. Да? Тут есть 2 высоких башни, с которых открывается, скорее всего, очень красивый вид. Поэтому я решил подняться на одну из них. На обе у меня сил не хватит. А лестница-то современная, железная. А эти башни между собой связаны вот такой стеной. Можно из одной башни перейти в другую. А на противоположной стороне еще один замок. Главное, что эти замки между собой были связаны. Тут такая лестница, что еле пролазит один человек. И все ради вот этого вида. Здесь есть 3 больших замка, очень известных, которые вошли во всемирное наследие ЮНЕСКО. Это центральная церковь Белензоны, называется церковь Петра и Стефана.
Paxerin mundo, paxerin coribus, silent arma, et vivant hominens, lux veniat, et manit pax. Ладно, на этот раз нас Наташа привезла в потрясающее место. Только посмотри, что У меня это. просто кончились все слова восхищения. Вот оно, озеро Маджоре. Ехали мы сюда полчасика на машине. Можно на общественном транспорте доехать от Наташиного домика с пересадкой в, как называется этот, Кастелло, да, городок. Если там сзади итальянский флаг, Мгм. тут, значит, принадлежит Италии. Здесь два озера, Локарно и Лугано. Ага. Они разделились поровну. Одно Италия, одно Швейцария. Это казино. И здесь, по всей видимости, еще есть ресторан. Много людей толчется возле казино. А вообще сейчас здесь, в Локарно, проходит ежегодный фестиваль кино, который так и называется Локарно Фильм Фестиваль. Ну вот здесь тикет-шоп, то есть продаются билеты на фестиваль. А там уже просмотр фильмов происходит, да? Вот зовут это экран. А, это экран большой, да? Ясно. Это аппаратная. Смотрите, сколько всякой аппаратуры стоит здесь за экраном. А вот он, огромный кинотеатр под открытым небом. Мы сейчас сюда заходим, потому что фильм не транслируется. Наверное, с какого-то времени будет здесь идти фильм. Вот на этом огромном экране все смотрят. Вот здесь сидят. Представляешь, да? Стемнеть. Да, должно потемнеть на улице, чтобы люди расселись здесь. Там билеты продаются. Да, сколько билеты стоят, неизвестно. Вон там будка киномеханика, смотри, какая большая. Вон там. Ну и напоследок мы вам просто обязаны показать немножко Асконы, старого города и набережной. Вот сейчас я нахожусь в таком красивом месте, где старые домики. Возможно, не очень старые, но плотно стоящие, красивые такие домики. Вот так симпатично друг к другу липнут. А на балкончиках какие-то статуи стоят. Это старинная часть города. И эта улочка ведет нас на набережную. Сейчас уже почти 8 часов вечера. Людей не очень много. Аскона. Я вообще раньше, честно говоря, краем уха только слышал это название. Никогда не думал, что могу здесь оказаться. Но меня впечатляет. Посмотрите, как красиво, атмосферно. Фонарики загораются, скоро солнце потухнет и загорится электрический свет. О, надо не потеряться, потому что я все время с этими съемками где-то теряюсь. И Лада меня ищет. Италия, Генуя, Да. Испания, Малага, посмотри. Ах, да. Вот в таких узких улочках, да, есть что-то общее в разных городах Европы. Именно вот то, что так близко дома стоят. Свет, посмотри там, глянь. Ох, Куда не посмотришь, везде красиво. красотища, да. А тут вот колокольню видно прям в проеме. Белье. Где белье? Должно быть белье. В Швейцарии нельзя белье вешать. Итальянцы в Швейцарии немножко более не такие. Звучит красивая музыка в ресторане. Может быть, кто-то вживую играет, не вижу. Да? Это живые музыканты. Стоят старые домики в итальянском стиле. Ну реально Италия
настоящая здесь. Наташа говорит, что здесь в субботу здесь был концерт. На балконе. На балконе. Кстати, Для любителей послушать музыку вживую, всем обязательно сюда приезжать. Смотрите, сидишь ты в ресторанчике, тут на балконе кто-то играет тебе музыку красивую причем. Слышите, звучит скрипка. Там посреди озера есть небольшие островки, и на них ботанический сад. Информация для любителей пошиковать. Вот лакшери-отель прямо на набережной Маджоре. И здесь номер на ночь, на сутки, стоит 1000 франков. Всего-то навсего. Пожалуйста, приезжайте, селитесь, прекрасно проведете время. Вот ресторан, в котором можно будет обедать. Вот вам Лаго Маджоре. Ну и самый красивый город в этой местности. Сегодня вечером Наташа решила нас уже покатать по самым красивым местам озера Маджоре. Это бесплатный пляж в городе Аскона. Аскона — это знаменитый город, и знаменит он во многих аспектах. Во-первых, это самая низкая точка в Швейцарии, и благодаря тому, что он окружен горами, в нем особый климат, здесь субтропический климат, в остальной Швейцарии попрохладнее. Если посмотреть внимательнее на пляж, то здесь такой каменистый пляжик, но очень чистая вода. Я смотрю, здесь люди заходят в воду без кораллок, камешки, они такие гладенькие, не острые, поэтому не больно ногам. Нас уже зовут на ужин туда, в Нижний дом в основной. Мы собрали тут подарочки, вот покажи. Полная сумка. ну вы не думайте, что это одни носки, там еще что-то интересное есть. Мы сейчас будем знакомиться с Наташиным мужем и с ее детьми. Дело в том, что Наташу-то мы знали давным-давно, а вот... Екатерину Тимофеевну в основном знали, потому что она дружила с нашей мамой. Да, а вот мужа ее и детей мы не знаем, поэтому сейчас будем знакомиться. Ну, Наташа — это дочка Екатерины Тимофеевны, мы же не рассказали, да, об этом? да, а Екатерина Тимофеевна — это подруга моей мамы, получается, по Ирпеню. Ну, то есть вот такая Санта-Барбара. Это его место там, да? Хали-хало. О, вы говорите... Здравствуйте. Здравствуйте, Карло. Очень Да, приятно. очень Карла, приятно. очень приятно. Очень приятно. Ich freue mich, kennenzulernen. Ja. Sprechen Sie Deutsch ein Ja, ein bisschen? bisschen schon, ja. Kein Problem. Kein Problem. Auf Russisch auch sprechen Sie? Только чуть-чуть. Только чуть-чуть. О. Наташа научила, да? Да. Сейчас мы с Тимофеем. Екатерина Тимофеевна, вы меня не помните, наверное, нет? Виталий. Зовут меня Виталий. Мы с вами в Ирпене виделись. Я сын Ольги Лукиничны. Сын Ольги Лукиничны. А я ж невеста. Ольга Лукинична. Да, да, вы же с ней перезваниваетесь все время. Да, Каждый а день я ж вам перезваниваю. подарки. Дивіться, Екатерина Тимофеевна, носочки. Ну, это мы на всю семью. Какие вам больше? Какие вам? Вот это женские. Одни. Смотрите, я всем по игрушечкам, а наши игрушечки. А наш хорошая игрушечка пришла. Да, игрушечки вообще их много. Если хотите все, да. Так не надо. Я хотела всем по одной. Карла, смотри, что я привез. Das ist ein Schnaps. Спасибо. Schnaps. Ja, знаю. Probieren Sie Schnaps. Уже знаю. Вкусный. Спасибо. Смотрите, ризотто он сварил.
Можем просеку открывать. Просеку, да, можем открывать. Отлично, спасибо. И ризотто тоже можем пробовать. Смотри, Лада, какое ризотто, Карло, привет. Потом, да? Да. А, Вот это Красное вино. с красным вином. А что это за... А из чего? Как это? Можно? Это чеснок. Рис такой специальный для ризотто. И потом там своя кухня. Очень интересно. Я еще не пробовал ни разу. Надо попробовать. Надо попробовать. На здоровье. Спасибо большое. Сумволь. Символ. Она говорила. Боже, такой стол накрыли, спасибо. Надо договорила Сарочка. Это нагачи. Нет, это мы. Брижаула. Не так плохо. Будешь со мной на ручки ходишь? Давай на ручки. Не надо. Давайте. Здоровье. За встречу! До встречи. За встречу! И за знакомство! Ну, наконец-то, друзья, утро, уже не раннее, уже 8 часов утра. Я выполз на балкончик, Лада сейчас в ванной, там еще зависает. Вот, сделал себе кофеек, тут есть кофейный аппарат. Снять меня не удалось пока, как я делаю кофе, потому что у меня не включилась камера. Ну, не страшно, кофе есть, я уже его пью. Сел здесь на балкончике, рассматриваю Швейцарию. Я выяснил, что вот это вот за моей спиной, прямо соседнее здание, это супермаркет. Вот, здесь можно покупать продукты. Мы здесь уже второй день, и все это время Наташа нас кормила у себя дома, вот в этом домике мы живем. А рядом супермаркет, прямо вот в соседнем здании, вот там. И мы все хотим зайти купить какой-то еды, но нас все время кормят. Мы сейчас уже... Но мы должны это все, во-первых, узнать цены, какие ж тут цены, это же интересно. И хоть что-то самим приготовить, хотя бы яиц купим. Фарш, вот смотри, маленький, 7,50, у нас дешевле. Мгм. Да, да. Колбаска, вот такая колбаска 4,45. Давай на хлеб сразу посмотрим. Давай. Хлеб, яйца, потому что по этим продуктам можно ориентироваться. Может вот, быть. наверное, самый дешевый здесь, смотри. 1 франк 95 Смотри, центов. в 2 раза. У нас стоит такой точно 1 евро. 1 евро, а здесь почти 2 франка. Но у нас есть такого вида, стоит и 1 евро 75 центов. То есть тут точно не определишься, но в принципе мы видим, что Ну, вот в основном тоже, смотри. дороже, да? Тостовый хлеб. Тостовый тоже 2 франка, но это дорого. Вот есть 1 франк 20, да? Это, наверное, самый Это дешевый. самый дешевый. И смотри, тут 25%, просто это со скидкой. Со скидкой. 4 франка 20 центов стоит десяток яиц размером 10. Обыкновенный совершенно размер, даже Это можно крупные. сказать, Это крупные не яйца. крупные, это средние, даже ближе к маленьким. Вот крупный, 4,95. Ты прав, вот сахар, 1 франк 50. Сколько? Это, Сахар, ну, конечно, дороже, да. Нет, Ладусь. Нет? Я А тебе сколько скажу, стоит в Германии, когда мы приехали, стоил точно так же сахар 1 евро 50, ну в евро, конечно. Но потом он упал в цене. Сейчас снова вырос, по-моему. Ну, он, короче, колеблется все Да, время. потому что я помню, что он вроде как дешевле должен быть. Ладно. Это не намного, это копейки, честно То говоря. есть сахар, можно жить, сахар есть так. Это мука, нет? Вот это мука. Мука стоит 1 франк килограмм. Мгм. Тоже недорого. Ну, сравнительно, да, дороже немножко, но жить можно. Да. Вот, смотри, пропаренный рис 1 франк 35. Вот такая упаковочка с рисом. 1 франк 35 центов. Отлично. 13. Мне кажется, 12-13 евро за бутылку вина. Это средняя цена вот здесь, на этой Хорошего полке. вина, Да. да. Ну, в принципе, если ты хочешь сильно выпить, и у тебя мало денег, тоже нормально. Но есть, За 2 евро покупаешь, пьешь. есть и 3,15. Да, вот такой какой-то да. Для белый вин. алкоголиков тоже можно. Купили мы в супермаркете это все. Стоит 15 франков швейцарских. Что здесь у нас? Яйца. Все-таки мы купили десяток, на всякий случай съедим. Сыр вот такой вот купили, смотрите. Печенье Виталику. Тосты. Тунец.
Вот такой вот тунец розовый. И 6 йогуртов. Помидорчики Наташа нам дала. Вот и постное масло здесь есть. Привет! Сегодня 12 августа, сегодня солнечное затмение. Отсюда будет видно, но не прямо вот снизу, да? Отсюда, думаю, не будет видно. Да. Горы слишком высокие. И вы сейчас идете в горы? Да. А в какую сторону? На какую гору? Там отсюда видно. Ага. Короче. Сзади этого большая. О, ничего себе. Слушайте, сколько идти? 10 часов в черку. Это вы целый день идете, а к вечеру солнечное затмение смотрите, а потом вы остаетесь там ночевать, получается, да? Да. И там отель есть какой-то или... Нет. А, у вас с собой Матрасы. палатки, Нет, матрасы. палатка нету. Да? Только матрас. Ночуете и утром назад спускаетесь, да? Ну тогда желаю вам счастливой дороги и Спасибо. посмотреть красивое затмение и счастливо спуститься назад, потому что назад тоже вернуться надо. Хорошо. Удачи вам. Вы с друзьями, да? Да. Все. Пока-пока. Мы попробуем сфоткать эту солнечную... Да, высылайте фотографии. Проблема с телефоном, может сломаться телефон, если слишком будем. Поэтому попробуем одну сделать, и если красиво будет... он Если оценит. будет, да, я понимаю. Все. Пока. Это Наташины сыновья Дарио и Фабио. Prende, vai.